Друзья, всем привет! Ровно неделю назад, 7 дней назад, мы обработали вот эти уцененные орхидеи, которые я купил в уценочном отделе в магазине, средством от насекомых вредителей, а именно от трипсов, которые находились на этих растениях. Мы прямо искупали их. У нас есть отдельный плейлист, который так и называется «Уцененные орхидеи. Возвращение к жизни». И там собраны все видео, какие процедуры мы проделаем вместе с вами вот с этими красотками. И вот сегодня у нас вторая обработка, но не такая глобальная, как первая, в которой мы прям купали в ванной этим средством, которое называется дегтярное мыло. Сегодня просто будет опрыскивание. Вторая, третья, четвертая обработочка этих орхидей будет опрыскивание. Но, друзья, пока, когда я их опрыскаю, они будут стоять сохнуть, я хочу обратить ваше внимание на орхидею, одну из этих 5 орхидей, которую мы вместе с вами точно так же зачищали, все делали, но она была с самыми плохими корнями. И я в этом видео хочу больше обратить ваше внимание на эту орхидею, на корни орхидеи и частично, а может быть даже и полностью для кого-то ответить на вопрос, почему, покупая орхидею, ну или когда появляется магазинная орхидея, с ней все хорошо, и мы ее достаем из горшочка магазинного, вроде бы корни у нее хорошие, пересаживаем, и через неделю, через 2 все вроде бы нормально, где-то когда-то там, может быть, и через месяц орхидея начинает терять тургор листьев, орхидея становится квелая, и непонятно, что происходит. И на вопрос мне в личку: Георгий, что делать, орхидеи плохо, она такое ощущение, что у нее все там пропало. Доставать ли ее из горшка или не доставать? Я советую, да, конечно, достаньте, посмотрите, что там с корнями. И когда новичок в орхидеях, увлекшийся орхидеями, достает эту орхидею, обнаруживает, что там корней-то уже и нету. Говорит, как же так? При пересадке все было хорошо, а вот сейчас достала, ничего нету, корни все мертвые. Что теперь мне делать? И вот сегодня я хочу как раз-таки вот на эту тему и немножко на примере вот этой орхидеи постараться ответить на вопрос, что и происходит и что делать. Но прежде давайте я разверну камеру, и мы с вами вместе опрыскаем вот эти вот орхидеи, еще раз повторюсь, дегтярным мылом. Это дегтярное, и заодно посмотрим, друзья, обзор сделаем, есть ли какой-то у нас результат с этими орхидеями после обработки дегтярного мыла, купания. И еще мы 4 дня назад купали их в воде с настоянным корицей и куркумой от грибково-бактериальных заболеваний. Между прочим, хочу сказать, что дегтярное мыло, она тоже в какой-то степени защищает от ряда болезней, друзья. Здесь даже на инструкции здесь об этом даже написано. То есть дегтярное мыло защищает не только от насекомых вредителей, но и от ряда болячек. Ну, в общем, давайте переворачиваю камеру, готовим раствор и обрабатываем. Делаем обзор и смотрим нашу орхидейку с корнями. Так, друзья, ну вот наша с вами подопечная, у которой меньше всего было корней, но мы к ней вернемся. Но прежде давайте посмотрим на другие 4 орхидеи. Во-первых, как они выглядят, это раз. И второе, мы их сразу обработаем, эти орхидеечки. Для начала посмотрим на то, какая у них, есть ли динамика. Ну смотрите, друзья, корни растут, смотрите. У одной орхидеи прям совсем, смотрите, после наших обработок дегтярным мылом и корица-куркумным
раствором орхидея пошла в рост. Это хороший знак. Первая орхидеечка. Так, вторая наиболее была пораженная у нас трипсами. Посмотрите на ее молоденький листик. Он прям пожеванный. Но он, посмотрите, он увеличивается. У меня такое ощущение, что он растет. Этот листочек пошел в рост. А с корнями. Здесь, кстати, с корнями прям очень даже и неплохо вроде бы. Уже даже не на первый и не на второй, а на третий взгляд. Так, хорошо. С этой орхидеей тоже у нас все хорошо. Третья орхидея. У нее тоже, смотрите, листик. Растет листик. Видите? Хорошая динамика. Так, с основанием что у нас тут? С корнями тоже вроде бы все здесь ничего. То есть никаких следов, кстати, присутствия на данный момент насекомых. Ну вот, может быть, капелька. Вот здесь вот липкая капелька. Возможно, кто-то где-то вылупился и начал обгладывать эту орхидеечку. Вот. Поэтому мы сегодня вторую делаем обработку дегтярным мылом. Так, и еще одна орхидея. Тут тоже, посмотрите, она прям была хрестоматийного вида деятельности, присутствия насекомых вредителей. Смотрите, видите, волдыри. Волдыри от насекомых вредителей, которые в ткани высаживали яйца. Они вылуплялись и делали, вот, видите, обгладывали основания, вот такие вот засечки. Это классический пример присутствия трипсов. Наша орхидеечка выпускает здесь то ли цветонос, посмотрите, то ли детку. Но об этом мы узнаем чуть попозже. Сейчас со стопроцентной такой оценкой нельзя сказать. Корешки у нас тоже попроснулись. Смотрите, кончики. Вот он, кончик корешка зеленый один. Где-то здесь попался мне еще один корешок, тоже проснувшийся. Вот, кончики. Это очень хороший знак. В общем, друзья, общая динамика у 4 из 5 орхидей точно все хорошо. Давайте я их сейчас быстренько приготовлю раствор, обработаю их этим мылом, значит, дегтярным. Сегодня у нас будет опрыскивание. По инструкции беру 20 миллилитров на пол-литра воды. Воду я, друзья, у меня фильтрованная вода из обратного осмоса, то есть прям чистенькую, тепленькую воду набрал, около 30 градусов температуры, в мерный стаканчик отлил 20 миллилитров. Ну, по инструкции написано, что 20-40 миллилитров на литр, но у меня пол-литровый бачок, вот этот вот, и пол-литровая вот эта вот емкость. Я сюда выливаю 20 миллилитров. Вот, 20 миллилитров. Чем хорошее еще, друзья, дегтярное мыло, то, что оно, во-первых, экологично, во-вторых, безопасно для наших питомцев домашних, ну и, собственно, для нас, да. Но очень это мыло не любят насекомые вредители. Буквально прям на днях я советовал одной зрительнице, проживающей, по-моему, в Италии, да, или в Израиле, да, там нету средств химических, а у нее прям внутри в орхидее поселилась колония муравьев. Ну и, собственно, мне муравьев жалко, конечно, вот я посоветовал, говорю, возьмите деготь, либо дегтярное мыло, либо деготь, это не химия и не должна быть запрещенная к провозу на территорию Израиля, ну или средство такое. Вот этим дегтем опрыскайте растения. Я много смотрел и, значит, применение его других садоводов, огородников, цветоводов этого дегтя. Сам не раз применял. Деготь, он не убивает муравьев, он их отпугивает, они сразу переселяются в другое место. Так, ну что, а мы сегодня опрыскиваем орхидеи.
вот таким макаром, прям тоже со всех сторон, на корни, на все. Вот так вот. Это у нас, напоминаю, вторая из 4 обработок орхидей от насекомых вредителей. Ну и в том числе плюс еще и профилактика от каких-то там озвученных болезней. А именно, хочу, кстати, прям вам специально вот показать, что деготь, он еще помимо борьбы с тлей, трипсами, с паутинным клещом, слюнявками и другими сокососущими, щитовкой, он еще борется с болезнями: бурая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина и фитофтороз, друзья. То есть деготь, он такой вот, ну, не сказать, что там универсальный, но хорош для применения на растениях в качестве такой профилактики от болезней и насекомых вредителей. А уж насчет насекомых вредителей, это точно, если раз хотя бы в месяц опрыскивать, именно опрыскивать орхидеи все в горшках, которые ставят, вот просто вот как я сейчас навел, опрыскивать орхидеечки вот этим вот дегтярным мылом, то я уверен, что никаких никогда насекомых вредителей на ваших орхидеях не будет. И более того, еще и ряда болячек не будет. Так, ну что, теперь возвращаемся к нашей к 5-й орхидее. Значит, прежде чем внимательно ее рассмотреть, так, вот я сейчас ее достаю, показываю. Значит, эту орхидею, посмотрите, на эту корневую систему. А теперь я на ускоренной съемочке вставлю сюда кадры потрошения. Буквально там пару минут, друзья. Посмотрите на ускоренной съемке, когда мы потрошили эту орхидею. Посмотрите. Так, ну здесь у нас, смотрите, друзья, присутствовала грибница, мелкая такая. Видите, корни у нас тут вообще у этой орхидеи прям, я бы так сказал, прям оставляют желать лучшего. Вот, очень много погибших корней. Вот, их прям вообще тут практически нету. Так, сейчас мы зачистим, я их вам покажу. Да, тут у нас прям, вон они, мелкие такие эти белые насекомые. Это подуры, либо многохвостки. Так, здесь у нас все гнилое, друзья. Опа. Так, здесь у нас гнилое. Лист этот удаляем, он нам не нужен. Опа. Освобождаем и вот этот тоже. Опа. Так. Угу. Так, ну а здесь у нас, да, есть, присутствуют болячки. Значит, эту орхидею будем обрабатывать в первую очередь. Но сейчас мы обработаем их от насекомых вредителей с вами. Вот. Так. Вот это вот все мы срезаем. Все погибшие корни нам нужно удалить. Оставляем только, возможно, живые. Почему возможно? Потому что иногда в подобных ситуациях сложно сказать, корень еще живой или уже погиб. Потому что бывает так, что орхидея уже давно мертвая, а корни еще зеленые. Вот, и ламен еще живой. Вот. Но это не говорит о том, что корни рабочие. Так, ну вот, зачистили мы эту орхидею. Это уже 2 раза у нас она цвела, получается, да? Вот такая вот. Так, ну и последняя сейчас мы зачистим. Так, вот эту мы снимаем чешуйку, смотрите. Пораженное место. Вот. Так, тут прям у нас сухое вокруг цветоноса. Вот это нам надо обрежем здесь этим скальпелем. Вот. По кругу засохшее место. Вот так вот. Все. Хоть у нас там... Ну, вот так вот оставим пока что. Так, вторая, точнее, такая 4-я орхидея, да? Сюда. Так, подождите, ну-ка. Так, и последняя. И последняя орхидея у нас.
И вот на этих кадрах, когда я потрошил, я обратил ваше внимание, что вот иногда, что вот живые корни не всегда могут говорить о том, что ну, они живые, да, то есть зеленые хорошие корни не всегда могут быть рабочими. И вот в нашем случае, значит, прошла ровно неделя, да, 7 дней. И состояние, вы сами видите, этих корней вот такое вот. Но могли бы мы предположить, допустим, да, новичок мог бы предположить, что вот по тому состоянию, которое я сейчас кадры показал неделю назад, да, вроде бы живые, вроде бы ничего. Я сказал, что не всегда такое состояние корней может говорить, что они рабочие и живые, учитывая, что основная масса, видали, в каком состоянии были, то есть все гнилые. И, собственно, орхидея была погибшей, и у этой орхидеи, как вы видели, в горшке была еще и грибница, то есть от сильного перелива и не давалась просушка грунта, завелась вот эта грибница, да? Это показатель того, что неправильный был полив, и, соответственно, получили то, что получили. У орхидеи были погибшие корни. И вот представьте ситуацию, мы неделю назад распотрошили эту орхидею, и вроде бы корни хорошие, видим, да, и сажаем ее в горшок. Вроде бы все хорошо. Проходит неделя, ну, мы видим, что у орхидеи вроде внешне все хорошо. Но я человек уже опытный, я по, знаете, уже тактильному контакту с орхидеей чувствую, что у нее пошел, значит, теряться тургор. Еще его не видно, что он теряется, но вот на ощупь я чувствую, что листья стали мягкими. Еще через неделю начнет теряться тургор. То есть орхидея перестала получать влагу. То есть корни не работают. Они и в горшке были нерабочие. Соответственно, какую картину через 2-3 недели, может быть, через месяц мы увидим после пересадки этой орхидеи? Что вроде бы пересадили, все хорошо, а листья стали вот терять тургор, все. Беда, вот, что пошло не так, что ей не понравилось. И многие, даже не многие, а большинство говорят, что ой, вроде все хорошо было после пересадки, орхидее понравилось. А вот что-то такое через там 2-3-4 недели пошло не так, и она вот начала терять тургор и сморщилась. Это, друзья, не орхидее понравилось. Это то, что орхидею заранее уже заведомо мы сажали с неработающими корнями. А орхидеи, особенно фаленопсисы, они тугодумы. Я уже 100 раз говорил об этом. И те, кто увлекаются серьезно орхидеями давно, те знают, что орхидея может прекрасно цвести, внешне выглядит здоровой, а у нее уже давно нету корней. И нету не то, что там неделю, а 2-3, а то уже и месяц, как у орхидеи, могут быть погибшие корни. Это мы не узнаем. То есть все может быть вот твердое, хорошее, зеленое, такое вот, как мы неделю назад зачищали, смотрели. И я еще выразил сомнения по поводу работы, того, работают ли эти корни или нет. И вот, друзья, прошла неделя, и вот уже очевидно, что корни, они погибшие. Но я не буду сейчас удалять эти корни. Почему? Потому что мы вместе с вами эту орхидею буквально обработать, я ее обработаю. Буквально на днях мы эти все орхидеи будем сажать, пересаживать, делать пересадку. А эту орхидею, я вот тоже сейчас ее обработаю дегтярным мылом. Вот. А эту орхидею мы с вами немножечко по-другому пересадим. Мы ее пересадим в стимулирующую посадку, для того, чтобы стимулирующая посадка являлась и как бы посадкой, и посадкой для стимуляции роста корней от именно вот у этой орхидеи. То есть мы ее немножечко по-другому пересадим, в отличие от вот этих вот 4 орхидей. Вот такая вот, друзья, ситуация. И сразу прям со стопроцентной уверенностью сказать, что корни, вот кадры же вы видели, да, со стопроцентной уверенностью никто не скажет, корни погибшие, рабочие или нерабочие. Это
мы узнаем через какое-то время. Но вот чтобы вы понимали, это я сейчас вот именно даю рекомендации новичкам, что происходит. То есть у орхидеи уже были погибшие корни. То есть вот именно вот в том состоянии, да, вот именно у этой орхидеи. У орхидеи уже были погибшие корни, но только до этой орхидеи дошло это спустя там 2, 3, 4 недели после пересадки. Бывает, конечно, еще второй момент, неправильная пересадка. Об этом я тоже рассказывал, но это отдельная, можно так сказать, тема о несоответствии грунтов и несоответствии уходов. Но это отдельная тема. Сегодня вот речь именно о том, что попадаются очень часто магазинные орхидеи с уже погибшими корнями. Вот. Что делать? Доставать и ставить на наращивание корней. То есть ничего страшного в этом нету. Орхидеи нужно обработать от бактериально-грибковых заболеваний и ставить ее на наращивание корней. В общем, друзья, вот такая вот сегодня у нас профилактическая, точнее не профилактическая, а лечебная обработка от насекомых вредителей, вторая. И профилактическая, она же обработка от некоторых болячек, с которыми справляется березовый деготь. В общем, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!